Официально первой PlayStation в России не было, да и не только PlayStation. Были редкие случаи локализации игр, как, например, Medieval 2 от Soft Club. В остальном все было адское и пиратское. Исключения были, но игры не пестрили хорошим переводом и профессиональной озвучкой. Получить оригинальную версию кому-то было желание, нежели кое-как сделанную на коленке русификацию. Как всегда, тогда это мало кого волновало. Увидеть в игре фразы типа «жми крест, чтобы прыгать» нам было вполне достаточно. Тогда я знал о двух фирмах, которые занимались локализацией. Это были Paradox и Kudos. Как водится, они не обошли стороной нашей игры про железный кулак. Если так подумать, в файтингах тех лет перевод, собственно, был и не нужен. История подавалась исключительно в виде роликов, и понять взаимосвязь между персонажами можно было только через них. Хотя за 20 лет ничего и не поменялось. Инструкции в комплект с игрой не клали, я тогда и не знал, что такое лицензия в принципе. Игры были одного типа, те, которые продавались в местном магазине, других не существовало. Даже если вы и не знали английский, допереть что к чему не составляло никакого труда. Проблемы начинались, когда на экране было все полностью в китайских иероглифах, вспоминая игры с Dendy. То же самое касалось мув-листов в наших пиратках Текена. Ну никак не понять простому человеку, что означает такая стрелочка, надпись, еще какая-нибудь лабудень. Вместо того, чтобы перевести вот эти вот непонятные вещи, наши умельцы переводили все, что не нужно. А еще озвучивали игры. Трепещите! Текен, русская версия. Забавно вспоминать, в свое время я пытался перевести слово на букву Т. Я не знал того, что название было написано на японском, и ошибочно принял его за английское. Но в наших словарях единственное похожее слово было Тейкен. По очевидным причинам оно не имело никакого смысла в контексте игр. Что же до самих переводов, то тут особо и говорить нечего. Все, что понимал промпт, здесь имелось, остальное додумывали сами. Пройдемся по списку и посмотрим, чего же там было-то. На заставке все в порядке. Обычно в настройках больше всего текста, и тут таятся все наши камни. Вроде бы ничего так. Музыка, договор. Договор. Объясняю, в железных кулаках можно выбрать тип музыки, которая будет играть в игре. Оригинал или аранжировка. Все предельно понятно. Причем тут договор? А вот причем. Именно персонажей. О, отдельная тема. Йошимитсу. Ну да, так тоже можно. Лу. Ладно, идем дальше. Хиичи. Хихачи. Да, и игра зависла. Данный перевод первого Текена был бы путем, если бы не одно но. Озвучка. Ты выиграл. Финальный раунд. А нельзя как-то повеселей? Грустным голосом диктор скромно сообщает о том, что мы победили. Где эмоции? Где все? Нет, ну так тоже не стоит. Простой убедительной фразы было бы достаточно. Во втором Текене ничего особенного. Названия режимов адаптированы нормально. В настройках у нас опять проблемы с договором. Теперь мы строим. Смысл отсутствует. А это что, урон брфне против чемпифна? Что, Бакуо не смогли поставить? Нет, почему? Рядом же слова написаны нормально. Так почему не здесь? Имена исправили, теперь все как надо. Даже и придраться не к чему. Ну что за... Кума, прекрати! Третий Текен, будучи самым популярным, получил больше всего переводов, хотя текста в игре больше не стало. Вот нормальный пример, все прописано правильно и по правде. Но как насчет нашего договора? Здесь это порядок. Не спорю, музыка в игре порядок. Но почему не оставить все как есть, если смысл не знаешь? Посмотрим, как здесь зовут Ло. Ладно, как насчет Лин Сяою? Нечитабельно. Гони деньги? Вставь монетку. Бедный Хайч, как его только не погоняют. И это были нормальные русские версии железных кулаков. Еще есть всем известные юмористические, в которых есть отсосный и крутой уровень сложности. Договор и порядок стал средним. Должен признать, аранжировки мне нравятся меньше аркадных треков. Тут у нас и Рок, и Хурок, и сам Дон, и Монах, Маоман, и Вано. Коты даже есть.
Да, люди подходили со смекалкой к вопросу. А договор и порядок теперь мы строили средне на местах. Ну и какой же Tekken без зарубы? И это далеко не последний вариант. Я уверен, что были еще хлеще, чем эти, однако ничего другого тогда не было. И мы довольствовались тем, что имелось. Однако помимо пиратских версий оригинальных игр, в нашей стране также выходили пиратские игры по мотивам Железного Кулака. Последние в большинстве своем ничем достойным отличиться не могут. Китай и Тайвань у нас выступают в качестве разработчиков, дилеров и поставщиков. Желтизна прет со всех щелей. Сегодня мы рассмотрим две игры из данной категории. Экспонат номер 1 Tekken для Денди. Первое, что бросается в глаза, это обложка на корпусе. Неправильная картинка и название, обычное дело, но здесь они, похоже, шли на рекорд. У меня трехигровка, но почему это плохо, я объясню чуть позже. В названии у нас написано Tekken, просто и понятно. Японские иероглифы соответствуют действительности. Далее у нас на картинке лого 5-го Теккена и Джин из 4-го. Погодите с выводами. Включаем приставку. На экране выбора написано Tekken 3 Special. В самой же игре у нас гордое лого 2-го кулака. Сначала 1, 5 и 4, и потом у нас 3 и 2. Китайцы собрали все воедино. Но главный вопрос, какая же игра на самом картридже? 6-я? А может 7-я? Нет, самое что ни на есть первая. В меню у нас ничего особенного, один режим и выбор уровня сложности. Сложного в игре ничего нет, она вообще ни на что не влияет. Как только ты нажмешь старт, версия для Денди вдаривает адовый саундтрек от Какофоникса и иллюстрирует демоническую графику китайской силы. Экран выбора персонажа таит в себе немало тайн, рассмотрим его поближе. В верхней части большие уродливые иконки бойцов, ниже у нас маленькие уродливые иконки все тех же бойцов. И вот тут-то мы вспоминаем, чем плоха многоигровка. На обычных пиратках с Теккеном таких проблем нет. Обложка обычная, ничего непонятного. А еще там на 3 персонажа больше, где как в этой версии грабельные только Вонг Нина, Поль Казуэ и Хихачи. Ло, Кинг и Мишель, увы, не поместились в памяти Рома. То есть все Кинги это Хачи, все Мишели это Нины и, соответственно, все Ло это Поли. В отличие от обычного Теккена, по завершению аркадного режима нам не открывают никаких новых бойцов, да и главаря в конце нет. Вместо этого у нас монотонные 16 матчей по 2 раунда. После завершения очередного на экране будет пропадать по одной иконке. То есть, если на экране не останется ни одного бойца, игра пройдена? Еще захотел. После получаса этого мракобесия начнутся эндуранс батлы, они же битвы на выносливость. Где нужно победить 2 соперников подряд с одной жизнью. 4 таких матча спустя игра будет пройдена. Ни финального экрана, ни титров нам не покажут. Почему? Да на картридж не влезли. Но что же насчет геймплея? Принимая за факт, что на геймпаде Денди всего 2 кнопки, вариантов у нас не особо-то много. Одна кнопка рука, другая кнопка нога. Список ударов не особо большой. Удар ногой, рукой, стоя и в приседе. Куцефе рукой, куцефе ногой и рука с ногой. Возможно, тут есть еще какие-то вариации, но это все, что я лично смог разобрать. Сами атаки медленные и не работают должным образом. Персонажи катаются как по льду, бьют насквозь и летают на луне. Самый полезный из всех это Вонг и Хач. Остальные персонажи поломаны и вообще не работают. Баланса нет никакого, игра отлично подойдет на замену Smash Bros на следующей Еве. Локации выглядят как из первой игры и по идее должны быть бесконечными. Но это ж китайцы. И здесь везде есть границы, если дотащить противника до стены, можно сделать джагл. Ого, целый джагл! Графика не то не сё, персонажи кое-как похожи на себя, однако бэкграунды сделаны достойно. Кое-где даже присутствует параллакс. Музыка, отвратительные 3-секундные повторы, без причины и повода. Лучше играть без звука, хотя нет, лучше вообще в это не играть. Веришь или нет, но была еще версия для Сеги. Исправили ли недочеты? Баланс улучшили? На самом деле не особо. Экспонат номер 2. Второй кулак. На Сегу. С чего бы начать? Картинка в игре выглядит приятно. Задники, перенесенные из первоисточника, похожи на самих себя. Да и персонажи тоже ничего. Вроде один из бэкграундов сперт из Tekken Advance. Ло, правда, как будто из другой игры выдран. Музыка не раздражает, пускай в ней и нет ничего особенного и интересного. У полоски здоровья цвета поменяли местами. Думаешь, сколько у тебя осталось, оказывается, это столько у тебя снесли. Никаких режимов, кроме аркадного, нет. Зато теперь стандартные 8 стейджей вместо вакханалии из 20 в дендивской версии.
но сложность подняли выше крыши. Комп спамит всем подряд, ловит на вейкапах и бьет насквозь. Делая комбо, можно пройти сквозь соперника. И что насчет геймплея? Еще хуже, чем на Денди. Блок вынесли на отдельную кнопку, как это бывает в большинстве файтингов на Сеге. У нас остается рука и нога. Я понимаю, когда у тебя недостаточно кнопок, ты не можешь грамотно перенести управление. Ну блин, тут 6 кнопок. Что, повесить 2 руки и 2 ноги так сложно? Пробуя сделать какой-нибудь джагл, ничего не выходит. Понять, как что делать, у меня не вышло. В ходе бессмысленного мэша по кнопкам, по 2 кнопкам, иногда получаются какие-то джаглы. Единственную тактику, которую я разработал, это бить кулаком за хача и не давать встать сопернику. Пытаться играть серьезно здесь невозможно. Суперудары в виде прожектайлов комп делает на раз-два, но простой игрок не в курсе, как сделать эту шляпу. Стоп, хадукины в Текине? Да, китайцы могут. В итоге очередная невзрачная попытка перенести популярный файтинг на устаревшую приставку. Помимо Сеги существует версия той же игры для Супер Нинтендо. Основными отличиями является то, что блок работает так же, как в любом Текине, а персонажей еще меньше. А кроме этих 2 игр, есть какой-то дикий кроссовер Virtua Fighter Cross Tekken, но у меня его нет. Возможно, когда-нибудь мы и на него посмотрим. Какой из этого вывод? Пиратский Tekken полная шай. Заиграйте в нормальные обычные наплойки, и будет вам счастье. Это была передача Tekken Time, целью которой стоит развить и привлечь больше игроков в Tekken. В следующий раз мы наконец-то посмотрим на Tekken для второй Соньки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх и все-таки покажите друзьям это видео. Собирайте пацанов и гоняйте на Соньке.